Для создания этих чудных новогодних подвесок нам потребуются самые простые материалы. Это упаковка от сметаны. Сделаю 4 картонных кружка по размеру ее крышки. Окрашу белой акриловой краской. Первый слой губкой. Второй слой силиконовой лопаткой или шпателем, так краска будет ровнее. Подчищаю неровности наждачной бумагой. С помощью трафарета делаю рельефный узор. Использую шпаклевку. Излишки убираю пластиковой картой. На мой взгляд, она удобнее всего. После высыхания прохожу немного наждачкой, чтобы выровнять узор. Сметаю пыль сухой кистью. Окрашу узор белой акриловой краской. Кладу вначале в стороне, добавляю воды, чтобы густая краска не замазала рельеф. Это распечатка на струйном принтере на фотобумаге. У меня акрилстирольный лак, но просто акриловый лак подойдет даже лучше. Просто он у меня кончился. Покрою все картинки слоем лака. Сниму белый слой бумаги с обратной стороны. Так будет удобнее работать с картинками. Если где-то бумага сошла плохо, наклеиваю еще скотча и снимаю сколько нужно. С помощью клея ПВА приклеиваю картинки на крышке. Пластик на крышках очень гладкий, поэтому прежде чем его окрашивать, покрою край крышек акриловым грунтом. Сделаю отверстие в крышке. Нагреваю спицу и прокалываю пластик. Продену в отверстие ленточки. Смажу крышку изнутри клеем ПВА по всему контуру. Побольше клея на конце ленточек. Можно сказать, что это уже игрушка. Теперь окрашу эту игрушку. Добавляю в белую акриловую краску немного акварели для тона.
тех же тонах распишу обратную сторону. Когда фон высохнет, нарисую снежинки, звездочки, поставлю крапинки. Я использую жемчужный контур, но можно рисовать и кистью с густой краской. Тогда тоже рисунок может получиться объемным. Таким образом, я рисовала снежинки для шара в этом ролике. С обратной стороны по краю тоже будут снежинки и звездочки. Когда контур высохнет, беру серебряной краски и сухой кистью прохожусь по поверхности, чтобы сделать узор более ярким. Добавлю блеска и спереди. Чуть захожу на картинку, но только по краю. Покрываю всю игрушку лаком. На влажный лак набрасываю блестки. То же делаю и с обратной стороны. Игрушки готовы. Счастливого вам Нового года!